Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Союза Советских Социалистических Республик. Государственный флаг СССР, официальный символ СССР, наряду с государственным гербом и государственным гимном, являлся символом государственного суверенитета СССР и нерушимого союза рабочих и крестьян в борьбе за построение коммунистического общества. Красный цвет флага – символ героической борьбы советского народа, руководимого КПСС, за построение социализма и коммунизма. Серп и молот означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. Красная пятиконечная звезда на флаге СССР – символ конечного торжества идей коммунизма на 5 обитаемых, то есть исключая Антарктиду, континентах земного шара. Флаг представлял собой красное прямоугольное полотнище с изображением в верхнем углу. У древка – золотых серпа и молота, и над ними красные пятиконечные звезды, обрамленный золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1:2. 29 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская АССР и ЗСФСР подписали договор об образовании СССР, статьей 22 которого было установлено: Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и государственную печать. Описание флага СССР было установлено в статье 71 Конституции СССР, принятой на второй сессии Центрального исполнительного комитета СССР, ЦК СССР, 6 июля 1923 года. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит из красного и алого полотнища, с государственным гербом. Выяснилось, что производство такого флага весьма трудоемко, и при этом детали герба не будут достаточно видны на флаге. С учетом этих фактов, третья сессия ЦК СССР 12 ноября 1923 года внесла изменения в текст Конституции СССР, и статья 71 стала звучать так: государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит из красного и алого полотнища с изображением на его верхнем углу древка золотого серпа и молота, и над ним красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2. Второй съезд Советов СССР, утвердивший 31 января 1924 года Конституцию СССР, оставил это описание флага без изменений. 29 августа 1924 года постановлением ЦИК СНК СССР о флагах и вымпелах Союза СССР утверждены рисунки описания государственного флага СССР. Конституция СССР 1936 года содержала следующее описание флага. Статья 144. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик состоит из красного полотнища, с изображением на его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота, и над ними красные пятиконечные звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины к длине 1:2. 19 августа 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено положение о государственном флаге СССР. Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота, и над ними красные пятиконечные звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1:2. Серп и молот вписываются в квадрат, сторона которого равна 1/4 ширины флага. Острый конец серпа приходится посередине верхней стороны квадрата. Рукоятки серпа и молота упираются в нижние углы квадрата. Длина молота с рукояткой составляет 3/4 диагонали квадрата. Пятиконечная звезда вписывается в окружность диаметром в 1/8 ширины флага, касающуюся верхней стороны квадрата. Расстояние вертикальной оси звезды, серпа и молота от древка равняется 1/3 ширины флага. Расстояние от верхней кромки флага до центра звезды,
1/8 ширины флага. Положение устанавливало рисунок флага и описывало порядок подъема государственного флага СССР. В 1980 и 1984 годах указами Президиума ВС СССР были приняты новые редакции положения о государственном флаге СССР. В приложении к положению о флаге СССР в редакции 1980 года, на оборотной стороне флага СССР отсутствовали изображения серпа и молота с пятиконечной звездой. Традиционно на вешае всех советских флагов и знамен представляли собой стилизованное острие копий с вписанными звездой, серпом и молотом. 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подал в отставку, и над резиденцией президента СССР в Кремле, Сенатским дворцом, был спущен флаг СССР. В наши дни флаг СССР используется оппозицией, главным образом левого толка, на митингах и демонстрациях на всем постсоветском пространстве. При этом часто используются флаги Республик СССР, в частности той, где проходит демонстрация. В Беларуси флаг СССР на парадах в День Победы и День Республики выносится вместе с флагом Республики и знаменем Победы как флаг СССР, государства, внесшего основной вклад в победу над фашизмом. 24 октября 2013 года флаг СССР был поднят над символизирующим побежденный Рейхстаг куполом Музея Великой Отечественной войны в Минске, что стало первым с декабря 1991 года официальным подъемом государственного флага СССР. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!